Улыбчивого всем настроения. Итак, сегодня у меня старая и новая игрушка. Я обожаю море, обожаю. И мне море нравится в любое время года. И осенью, и весной, и летом. Зимой, правда, не была. Но это для меня фантастическое, необыкновенная субстанция, которая меня реально заряжает энергией, и я обожаю находиться рядом. И сейчас я очень скучаю по морю, и поэтому решила связать хвостатые игрушки. Это у меня будут два кита и русалочка. Итак, киты. Киты у меня будут двух цветов, синий и голубой. Китят вы уже видели, я вязала их очень много и разным цветом. В интернете вы можете найти эту игрушку как кит фрайт. Вот так вот выглядит игрушечка средненького размера. И для него у меня уже все готовые детальки. Это плавнички на хвостике и плавнички, боковые плавнички. И новая игрушка, это будет у меня русалка. Такой я не вязала никогда. Вяжу по бесплатному описанию, оно в свободном доступе есть. Вы можете его найти как озорная русалочка. Вяжу сейчас точно по описанию автора. Это будет как образец, чтобы посмотреть, возможно, что-то поменять, а возможно, повезет и менять ничего не придется. Вот так выглядит сама заготовочка, тельце, хвостик, голова. И к ней я уже связала два плавничка, вот таких. Все, что у меня получится, вы обязательно увидите. Сначала я доделаю китят. Здесь осталось совсем мало работы. Пришить хвостик, плавнички и глаза, и игрушечки будут готовы. А вот к русалочке нужно еще довязать детальки, ручки, купальник и самое главное, прическу. Прическу я буду делать свою, потому что у автора там волосы просто нитяные. И я продолжаю вязать. Встретимся уже через минуточку. Итак, китята готовы. Вот так они выглядят. Игрушка простая, в исполнении несложная, но в ней есть что-то такое очень-очень позитивное и приятное, и она мне просто нравится. Я их вязала очень много, в разных цветах, но синий и голубой мне нравятся больше всего цвета. Вот. Китята готовы. Перейдем к русалочке. На данный момент у меня есть вот что. Я ей пришила хвостик и сделала ей глазки, ручки и примерила купальник. Остановилась на этом варианте, еще не пришивала. У меня было несколько вариантов таких, как думала сделать бантик, но бантик оказался маленький. Я попробовала в нескольких вариантах, но ни один не подошел. Потом я хотела сделать как более настоящий купальник с веревочками, но тоже мне не понравился. В результате я остановилась на вот таком варианте в виде, как в виде ракушек, если можно так сказать. Дальше я буду
сейчас пришью, как пришью, просто пристегну несколькими стежками, чтобы эта деталька держалась, а не более чем. И дальше буду вязать ей волосы. У меня уже есть представление, как это делать, я себе представила, и сейчас свяжу и померяю, посмотрю, как это будет выглядеть. Итак, я уже связала прическу, и посмотрите, что у меня получилось. Получилась вот такая русалочка. Этот вариант экспериментальный, поэтому на основе этой игрушки можно уже делать изменения, и уже ясно, что и как нужно и хочется сделать в том плане прически или же цветового решения. Вся прическа цельно вязаная вместе с этими локонами. И так как я не знала, какой длины мне нужны локоны, первые локоны здесь 20 воздушных петелечек цепочки, и на основе этого связана спиралька. Они оказались маленькими. Здесь 40 воздушных петелечек, и на основе этого связана спиралька. То есть в следующей прическе можно не вязать короткие, а сразу сделать все одной длины, или же длиннее, или же таким размерчиком. Как вам такая игрушечка? Мне понравилось, и я уверена, что буду повторять ее и буду вязать их еще несколько штук. Возможно, я поэкспериментирую с формой прически, посмотрю какие-нибудь идеи в интернете. Ну а так, в принципе, форма мне понравилась. Что скажете? Как вам такая русалочка? Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.